Этот пляж нам посоветовал хозяин нашего жилья. И до его совета, в принципе, извините за выражение, я сама его нашла на Google картах. И уже назад теперь пути нет. Мы доедем. Идем на какой-то скрытый дикий пляж. Ужасно сделать такую свалку из пляжа. Я открыла в Албании новый пляж с грязи-лечебницей. Кстати, албанцы еще до этого не дошли. А Ионическое море, которое в Борще, в Саранде, в Ксамиле, оно более такое живописное, можно сказать, бирюзовое. Я еще такого не видела нигде. Это просто жесть. Не, ну это такое ощущение, что кто-то плюнул сюда. Мама говорит, я овощи. Это не овощи, это пицца, Тай. Всем доброе утро. Мы сейчас уже едем по территории заповедника. В дороге мы были 1,5 часа. И сегодня проведем день на нереально красивом пляже. Остановилась специально, чтобы показать вам, как цикады в лесу трещат. Заповедник Нарта – это вторая по важности лагуна Албании для водоплавающих птиц. Здесь обитают кудрявые пеликаны и фламинго. Здесь можно увидеть песчаные дюны и посетить остров Звернец. Мы заехали вот в такие сосны, и я ищу парковку. Куда здесь приткнулся? В любое место, в принципе, я так понимаю. Нет, молодец, что открыла. Вот так вот мы припарковались. И, конечно, здесь классно то, что машину можно в тени оставить. Но мусора, вот люди бессовестные, бумаги кидают, помойку устроили. И никто, я так понимаю, что это все не выносит. Мы сейчас находимся в заповеднике Звернец и приехали на пляж, который называется Нарта. Это очень протяженная береговая линия, множество баров, ресторанчиков и вот такой сосновый лес вдоль всего побережья. Мой ориентир в навигаторе был вот этот ресторан «Эквадор», потому что мне показалось, что там более-менее красивое побережье и больше тени. Сейчас узнаем. Большой плюс, что вся эта гигантская парковка под соснами бесплатная и никто не берет с тебя денег. Вот такой вот вход на пляж. Здесь вот такие домики, все сдается. Детская площадка. Мы идем посмотрим на берег. 2 шезлонга и зонтик, 700 лек, стандартная цена. Выходим на пляж, а здесь очень много мест занято. Свободных практически не вижу. Мы решили остаться здесь, дальше не пойдем, очень жарко, невыносимо. Мы уже заплатим сегодня за 2 шезлонга, не знаю, что там сейчас будет. По-моему, 21 евро. Но мелководье и заход такое, знаете, мне напоминает нашу одесскую Лузановку. Идешь далеко-далеко и мелко, сейчас пойдем проверим. Водичка такая бирюзовая. Вот такой берег широченный, шезлонгов много. Мы с Алисой идем пробовать воду. Водичка теплейшая сегодня, просто обалденная. Тая сейчас переоденется, отлежится и тоже с нами зайдет. Ей нырять нельзя, наш еще болеет, но поплавать я ей разрешила. Мы уже поняли, что попали просто в замечательное место. Очень жаль, что наша бабушка не поехала, она приболела и осталась дома. И эти дни вообще с нами на пляж не выходит. Надеемся, что, может быть, завтра уже соберется наконец-то. Да, лежит на шезлонге, загорает, еще не знает, насколько сегодня теплая вода. Она бы уже была в море. Нарта – это пляж восторг и для детей, и для взрослых. Это один из самых лучших пляжей в Албании, на которых я была. А была я практически на всех. Боже, как классно! Водичка теплейшая просто. Сегодня отлично, волн практически нет. Про шезлонги я говорила, да? 700 лек получается, 2 шезлонга и зонтик.
Да, 7 евро. И я скажу, что мест свободных очень немного на пляже. Пляж Нарта находится недалеко от Влёры. Мелководье делает его идеальным для отдыха с детьми и купания без волн. Здесь есть как обустроенные участки с шезлонгами, так и свободные зоны. Очень живописное сосновое побережье, но, к сожалению, есть и минусы. На диких участках пляжа очень много мусора. Для тех, кто был во Влёре, это место покажется просто раем. Алиса нашла такого моллюска. Сейчас не знаю, дождемся мы или нет, чтобы он открылся и вылез. Его нужно не трогать руками, Алиса, то он так не высунется. Мы с Алисой терпеливо ждали минут 7-8, пока этот рачок, моллюск, подумал, что все ушли. И мы таки дождались. Сейчас покажем вам. Вон он открывает уже свой домик. Сейчас он выйдет. Вот он выкатился, мы дождались. Боже! Это какое-то чудовище. Видишь, он в море уходит. Мы его отпускаем. Беги. Давай его руками закинем, да? Решили для его безопасности унести его подальше с мелководья, чтобы другие дети его не нашли. Давай, кидай. Все. Вот так торговцы толкают вот такие тележки со всякими надувашками, мячами, кремами. Также тяжело, слушай, по солнцу вот эту коляску переть, да, по песку она еле едет. Мы стояли в воде и насчитали, что на этом пляже, на этой береговой линии, находится около 20 баров и ресторанов. Мы решили пройтись по берегу до самого конца. Там дальше, когда заканчиваются все эти шезлонги, начинаются дикие пляжи. Это последние шезлонги здесь. И там дальше, как обычно, мусора много. Жарят кукурузу. Запах такой специфический. Цикады, сосны вот такие погнутые. И, конечно, количество мусора, ну, это просто что-то страшное. Я не понимаю, почему не убирают. И почему люди так засырают природу и места, в которых они же сами живут. Этот пляж – это лучшее место в регионе Влёра для семей с детками, потому что дно просто шикарное. На этом пляже есть огромное количество различных заведений, где можно пообедать. Об этом вообще можно не переживать. Также есть такие развлечения, как сапборды на прокат, катамараны. А еще здесь такой вот самолетик, сейчас я вам его покажу, катает туристов над лагуной. Вот он как раз делает разворот и сейчас скроется за соснами. Мы сегодня на этом пляже до самого вечера. Брали мороженое в ресторане. Полчаса она не могла рассчитать, с карты не снимая деньги. Говорит, у вас нет денег на карте. Я говорю, да, конечно, у меня есть деньги, говорю, на карте. Это проблема у вас, говорю, в терминале. Еле-еле оплатила. Я говорю, пока я оплачиваю, вы уже его почти съели. Здесь ресторан очень такой хороший, теневой. И рядом с ним есть такие лавочки, где можно тоже посидеть. А в ресторан в купальниках заходить нельзя. Поэтому мы ушли вот в эту зону. Скоро уже будем собираться, потому что на обратном пути я хочу заехать в один очень красивый монастырь.
Дети из воды последний час вообще не выходили. Вон они там плещутся. Не могу уже 2 часа вытянуть детей из воды. Море настолько теплое, что они вот просто за 2 часа ни разу не выходили. Я лежу здесь, я их вижу нормально, но уже 5 вечера, и нам пора ехать. Дорога занимает 1,5 часа в наш поселок, где мы живем. Получается, отсюда, от Нарта-Бич до Спилли, где-то примерно 115 километров. Вот. И хочется ж хоть до 10 вечера домой попасть. Мы еще хотели в монастырь заехать. До свидания. Замечательный пляж. Вот даже здесь, да, эти домики в начале, когда мы заходили, я показывала. И люди живут. Тенек, сосны. Вышел буквально 20 метров, и ты на берегу, на красивом берегу. Теперь осталось среди этой сосновой рощи, соснового леса, найти нашу машину. Я примерно помню, где мы оставили. Идем. Где ты видишь? Я не вижу еще. По багажнику. Я всегда смотрю по багажнику. Идемте грузиться. Алиса, не спать сейчас, хорошо? Потому что мы сейчас заедем еще в одно очень красивое место. Чтобы посмотреть на красоту. А если ты уснешь, тебя придется будить. И едем на остров Звернец. Едем наугад буквально. Примерно направление взяла, потому что телефоны вообще не работают, интернета нет. Мы доехали без навигатора, потому что навигатор у нас немножко накрылся. Я не знаю, или сеть здесь не ловит. Вышки, может быть, нет. Мы на острове находимся, на полуострове. Вот такой мостик извилистый ведет через вот эти озера прямо к монастырю. Как я уже сказала, этот деревянный помост через заводь ведет в монастырь. Монастырь действующий, очень старинный. Если я не ошибаюсь, монастырь 13 века. По разным мнениям, монастырь был основан в X веке. Все после пляжа сюда приехали, скажи, скопление туристов. Дети увидели краба. Я тоже его вижу, но сейчас он не шевелится и через камеру не вижу. На закате сюда приезжает очень много свадеб. Цикады поют. Внутри немного туристов. Монастырь очень старый. У Алисы подгорело лицо очень. А Таю не пустили, она ж не додумалась кофту взять. И в купальнике, естественно, на территорию заходить нельзя. Даже на территорию. Тая осталась нас ждать на этом мостике. Уже не хотели возвращаться в машину. Я ее сразу предупреждала. Но она у нас не любитель ходить по таким местам, поэтому мы с Алисой погуляем сами. Монастырь Успения Пресвятой Богородицы является православным. Внутри церкви находятся росписи и старинная мебель. Вот сюда аккуратненько. День подходит к концу. Алиса измоталась сегодня в дороге, сейчас уснет. Албанский бункер вот такой при выходе увидите. Солнце садится, и мы уже в пути в наш Спилли. Всем до завтра!